Всем привет! Вы на канале Золотые ручки, подарки своими руками. Каждый, кто начинает плести корзинки, сталкивается с вопросом, как же увлажнять трубочки. Можно просто не дожидаться, когда трубочки полностью высохнут после окрашивания, и плести влажными. А если они высохли, то просто берем воду и сбрызгиваем их из пульверизатора. Кто-то в воду добавляет жидкое мыло или кондиционер для волос. Если у вас есть какой-то супер рецепт, что вы добавляете в воду, то напишите об этом в комментариях. Я же раньше ничего не добавляла и просто пользовалась водой. Сбрызгиваю трубочки посередине, кончики оставляю сухими. Конечно, этот способ подходит для тех, кто только начинает плести. Сейчас я им уже не пользуюсь. Заворачиваю трубочки в мешочек так, чтобы кончики были наружу. И даю им так полежать несколько минут. При этом способе увлажнения лучше, чтобы трубочки были окрашены составом с добавлением акрилового лака. Например, колер водолак или водная морилка водолак. Трубочки у меня полежали примерно 30 минут. И качество таких трубочек, конечно, не очень. Они сгибаются с заломами, и на трубочках, увлажненных водой, видна скрутка. Естественно, вода скрутку совершенно не склеивает. Но зато этот способ самый быстрый и подойдет для новичков в плетении, кто только начинает, чтобы набить руку. Я же сейчас использую дюфу. Беру воду в стаканчике и пропитку дюфу вот в такой баночке. Обратите внимание, что пропитка должна быть бесцветной, иначе у вас поменяется цвет трубочек. Дюфа у меня российского производства. Стоимость баночки 303 рубля. Это цена на март 2019 года. Покупаю я ее в Леруа Мерлен. Она вот такая очень густая. На 100 мл воды добавляю 2 полные столовые ложки пропитки. Это для газетных трубочек или трубочек из потребительской бумаги. Если у вас трубочки из офисной бумаги, то пропитки нужно взять больше. А если трубочки накручены из журнала, то дюфы беру меньше. Чем тоньше бумага, из которой накручены трубочки, тем меньше пропитки. И наоборот. Получается состав, напоминающий такое жирное молоко. Далее все просто, но долго. Беру пучок трубочек, вот такой. Никогда не считаю, сколько их здесь. Просто удобный для меня. И обрабатываю трубочки на весу над баночкой составом, поливая их с помощью кисти. Сначала с одного края, а потом с другого. Проверяю, чтобы все трубочки были пропитаны. Вот так перемешиваю их в руках, делая им небольшой массаж. При необходимости добавляю состав кистью. И откладываю первый пучок в сторону, чтобы он пропитался, а сама перехожу ко второму пучку. Кто-то советует обрабатывать трубочки движениями кисти только в одном направлении. Я же совершенно за этим не слежу и наношу пропитку хаотично. А также за место дюфы можно взять акриловый лак с водой. Пропорции зависят от густоты лака.
примерно 1 к 1. Принцип обработки лаком такой же, как дюфой. При обработке и перемешивании трубочек в руках появляются вот такие пузырьки, и это нормально. Я даже на них ориентировалась раньше, когда определялась пропорции дюфы и воды. Если их вот столько, как у меня, значит пропорция подобрана правильно для трубочек. Откладываю второй пучок и возвращаюсь к первому. Нужно не допустить слипания трубочек. Для этого я весь пучок перебираю и слежу, чтобы каждая трубочка была отдельно и не прилипла к соседней. Возвращаюсь ко второму пучку и тоже немного рассоединяю трубочки. При обработке трубочек дюфой очень важно уследить, чтобы они не слиплись. Мне удобно это делать вот именно так, как я вам сейчас показываю. Но это не значит, что именно так и надо. Каждый мастер выбирает свою методику и последовательность действий. Кто-то обрабатывает трубочки на столе, а не на весу. Можно ускорить процесс феном или даже вентилятором. Также, возможно, моя пропорция дюфы и воды вам не подойдет, и вы уменьшите или увеличите ее в ту или другую сторону. Ведь вы же у меня умнички и прекрасно понимаете, можно посмотреть 100 мастер-классов о том, как увлажнять трубочки, и не уметь этого делать. Самый главный и правильный ваш учитель – это ваш опыт, и только он подскажет, как это сделать правильно. После того, как я успеваю обработать четвертый пучок, первый у меня уже хорошо пропитался и сверху подсох. Трубочки уже не прилипают друг к другу и не морают руку. А это значит, можно переходить к следующему этапу. Беру полиэтиленовый мешок и складываю трубочки в него. Они должны быть полностью в мешке вместе с кончиками и лежать свободно, чтобы не было слипания. Второй пучок еще морает руку, поэтому нужно подождать. Обратите внимание, я сняла перчатку с одной руки. Если этого не сделать, то невозможно ощутить тот самый момент, когда трубочки можно складывать в мешок. Трубочки должны быть на ощупь влажные, но при этом на их поверхности уже достаточно окрепшая пленочка от дюфы, которая не прилипает к рукам. Вот именно этого момента я дожидаюсь у всех трубочек. Чтобы ускорить процесс, трубочки можно потрясти в руках или воспользоваться феном. Когда все трубочки я сложила в мешок, жду 15-30 минут. За это время происходит увлажнение трубочки внутри, и пленочка снаружи укрепляется. После чего достаю трубочки и опять контролирую, чтобы они не слиплись друг с другом. Перебираю их. Уже сейчас трубочка очень гибкая и эластичная. Но так как пленочка на поверхности еще нежная, при накручивании на трубочке она треснула. И смотрите, как скрутка вся склеивается, и ее совершенно не видно. Сейчас осталось дождаться, когда подсохнут кончики, и можно приступать к плетению. Заворачиваю трубочки так, чтобы концы торчали из мешочка, и оставляю. Но заворачивать трубочки плотно еще рано.
Я их заворачиваю чуть-чуть свободно. Полчаса они у меня так полежали, и лучше еще раз их проверить на слипание, чтобы ваши труды не пропали даром. И вот сейчас уже заворачиваю туго и очень плотно и оставляю обычно на ночь, чтобы на следующий день можно было приступать к плетению корзинки. И не забудьте из мешочка отложить трубочки основы, они должны быть сухими. Прошло 5 часов, трубочки основы почти сухие, и из них можно клеить крестовину. И вот это мой любимый момент. Трубочки как будто склеились, чуть нажимаю и все рассыпаются. Кончики у трубочек сухие, а сами трубочки мягкие и эластичные. Они как будто кожаные на ощупь. Такими трубочками плести корзины одно удовольствие. Поделитесь в комментариях, как вы увлажняете трубочки. Мне очень интересно, да и думаю, не только мне. Когда плетете корзину, рабочие трубочки должны быть завернуты вот так в мешочек. Трубочки вытягиваются из мешочка и плетете корзину. Еще раз повторю, трубочки основы или стойки должны быть сухими, а трубочки рабочие увлажненные. И после плетения корзин остаются трубочки, уже обработанные дюфой, которые просто откладываются и полностью высыхают. Как же их увлажнять? Все очень просто. Включаю воду, она должна быть теплой. И подставляю трубочки под струю воды так, чтобы она попала вовнутрь трубочек. Излишки воды стряхиваю и трубочки заворачиваю в мешок. Прошло 2 часа, кончики у трубочек, конечно, не успели высохнуть за это время, и лучше это делать на ночь. Но сама трубочка уже мягкая и эластичная. Я говорила, что стойки или трубочки основы должны быть сухими, но при переходе на стенки корзины они увлажняются. Для этого я сбрызгиваю трубочки водой и закрываю все в полиэтилен. И только после того, как трубочки становятся гибкими, я делаю переход на стенки корзины. Точно так же я увлажняю стойки для плетения загибок на корзинах. Надеюсь, все рассказала и показала об увлажнении трубочек, но если возникли вопросы, задавайте их в комментариях под видео и в инстаграме. С удовольствием отвечу, а также смотрите плейлист «Плетение для начинающих», ссылка в описании к видео. Всем пока-пока и до новых встреч!